Sen benim yanımda olduğun sürece bana karada ölüm yok. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Nihayet Hanım. Konuşacağız ve anlaşacağız. Alo, Ben Cihan Şansalan'la görüşecektim. haber verelim. Kim arıyor? Cihan'ın nişanlısıyım. Güzel kızmış. Cihan sevmez öyle. Daha canlı, rengarenk biri lazım. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Госпоже Сумру придется неожиданно столкнуться со своим прошлым, от которого она убегала много лет. Когда он увидит, что его семья стучит в его дверь, он сначала очень удивится и просто будет смотреть, не зная, что сказать. Пока она находится в шоке, Мелек вмешивается и начинает разговор, объясняя ее матери, что они осознали свои ошибки и пришли извиниться и загладить свою вину. Эти слова вызовут глубокую боль в сердце Сумру Ханем, но ее гордость тут же возьмет верх. Тем не менее, он не потеряет вежливости и пригласит свою семью войти, но будет держаться на явном расстоянии от Тахсин-бея. Она обнимет каждого по отдельности, но проявит свою обиду на Тахсин-бея, проигнорировав его протянутую руку. Тахсин-бей, с другой стороны, будет молчать из-за раскаяния, которое он не может выразить словами, и ему понадобится хотя бы взгляд Сумру Ханем. Поскольку он не знает, что сказать, он попытается попросить прощения одним лишь взглядом. Однако самое большое разрушение для Сумру Ханем начнется уже с того, что она потеряет веру. Утрата доверия к Тахсин-бею останется в его глазах непростительным предательством. Как только семья окажется внутри, начнутся индивидуальные беседы. Каждый из них раскается и попросит прощения. Услышав эти слова, Сумру Ханем не сможет сдержать свой гнев и закричит, что прощение невозможно, потому что рана в ее сердце еще не зажила. В частности, последней каплей станут попытки Нати Ханем убедить его вернуться в Каппадокию. Он еще больше разозлится от этого предложения и заставит их пожалеть о том, что они пришли, и выгонит их всех из своего дома резкими словами. В конце концов, Ханем будет очень расстроена такой реакцией, но она также согласится с Сумру, когда подумает о том, что ей пришлось пережить. Тахсин-бей и дети с большим разочарованием покинут город, в который они приехали с надеждой, и вернутся в Каппадокию, не взяв с собой Сумру Ханем. Тем временем Халиль примет внезапное решение покинуть отель, в котором он остановился после избиения, нанесенного ему Джиханом. Потому что с раскрытием правды Нилай Ханем он поймет, что вся его ложь была разоблачена. Однако он не сдастся и направит свой путь к Хикмет Ханем. Он найдет в ней убежище и создаст новую серию лжи. Хикмет и Халиль узнают правду о том, что Джиханы говорят о Халиле. Услышав это, Хикмет начнет большую битву с Халилем. Но Халиль, как всегда, поступит мастерски и придумает новую историю о том, что Сумру наняла Нилая в качестве лжесвидетеля. Однако у Хикмета возникнут глубокие сомнения. Халиль, который пытается воспользоваться ее чувствами и скрыть правду, на этот раз не получит желаемого. Потому что теперь Хикмет начнет яснее видеть темную сторону Халиля. Когда Халиль почувствует эту опасность, он сблизится с Канан и попытается извлечь из нее материальную и духовную выгоду. Открытые разговоры Джихана также дойдут до Джанан, Джанан потребует объяснения от Халила, но Халил придумает новую ложь и попытается спасти ситуацию. Канан продолжит принимать все, что говорит Халил, не задавая вопросов, потому что ей нравится его внимание. Тем временем запретные отношения Беньямина и Тюркана будут продолжать становиться все ближе. Он даст ей новые обещания, и когда Канан заметит браслет, который он ей подарил, все станет совсем плохо. После реакции Канан, Беньямин попытается исправить ситуацию и предпринять более решительные действия, чтобы завоевать ее сердце. С другой стороны, Тюркан будет доволен интересом Беньямина и создаст возможности для новых встреч. После произошедших событий Эсад поймет, что он был очень несправедлив к своей семье, особенно к Эсме. Однако Эсма с разбитым сердцем отвернется от Эсата и откажется даже разговаривать с ним. Эсад попробует новые способы завоевать сердце Эсмы, он приложит все усилия, чтобы завоевать ее сердце. В
конце концов Эсма не выдержит искренности Эсата и простит его. Харика возьмет себя в руки после последнего предупреждения Назима. Он начнет меняться под действием силы любви. Увидев эту перемену, Назим еще больше привяжется к Харике. Со временем их отношения перейдут в стадию брака, и Харика начнет восстанавливать связи со своими братьями и сестрами. Эти 4 брата решат забыть прошлое и объединиться. Севилай узнает об опухоли в мозгу Ноя случайно и не сможет сразу ему об этом рассказать. Он предложит им вернуться в Каппадокию и пожениться. Во время перерыва в путешествии он спросит Ноя, почему он скрыл этот факт. Нух признается, что не сказал Севилай, чтобы не расстраивать ее. Севилай поделится этой новостью с Мелек и Джиханом, как только вернется в Каппадокию. Когда Мелек узнает эту правду, она расплачется. Джихан и Севилай попытаются утешить его и вместе поработать ради здоровья Нуха. Ною предстоит серьезная операция. Хотя в ходе этого процесса возникнут осложнения, в конечном итоге он победит болезнь. Преодоление им этой трудности также растопит лед для Гэжи Сумру. Как бы ему ни было больно, он не оставит сына одного в этой ситуации и решает вернуться. Тем временем Ханем, наконец, придумает план, как увести Халиля из Каппадокии. Он встретится с ней и предложит ей большую сумму денег. Халил захочет большего. Но эта жадность приведет его к собственному концу. Наконец, Ханем узнает все о Халиле от Джанан. Он примет меры, чтобы раскрыть преступление, которое Халил совершил много лет назад. Таким образом, Халиль будет арестован за свои преступления, совершенные много лет назад на встрече, куда он пришел, чтобы получить деньги. Наконец, в отель приезжает молодая женщина, утверждающая, что она невеста Джихана, и устраивает большой скандал. Беньямин станет свидетелем этой ситуации и будет шокирован. Девушка расскажет, что они с Джиханом жили вместе за границей и что они ждут ребенка. Когда эти обвинения дойдут до Мелек, начнется огромный кризис ревности. Мелек окажется в отеле. Джихан попытается закрыть эту тему, ясно дав понять этой женщине, что все в прошлом, что теперь он любит Мелек и женат на ней. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.